Ваш администратор вечно занят, отвечает в Telegram долго и с недовольным лицом. А что, если я вам скажу, что можно создать сотрудника, который работает 24/7, не устает и не жалуется, и записывает клиентов так, что они получают заряд позитива? Сегодня мы с вами создадим Тамару Павловну и ассистента, которая принимает заявки и консультирует как надо. Запишет клиентов в солярии, выяснит все необходимые данные, пошутит где надо и ничего не забудет. И для этого не нужно быть программистом. Досмотрите до конца, и вы поймете, как дать своему ИИ-ассистенту личность. Итак, представьте, что мы студия загара «Шоколадка», и нам пишет клиент. Вся работа ведется через Telegram, поэтому первым делом я должен создать Telegram-бота. Вообще в Telegram существует два вида ботов. Один вид — это боты, которые существуют сами по себе, независимо от вашего аккаунта. По сути, они живут на сервере либо вашем, либо на сервере Telegram. Второй тип ботов, который существует, это тот, который управляет вашим персональным аккаунтом. Прямо сейчас мы будем использовать стандартного бота Telegram, которым пользуется большинство людей. Первое действие — это зайти в BotFuzzer, отец всех ботов. Его нетрудно найти через поиск. Важно, чтобы была синяя галочка и огромное количество пользователей в месяц. Теперь я перехожу в меню и нажимаю «Создать нового бота». Первым делом я должен придумать ему имя. Консультант Тамара — прекрасное имя для этого бота. Теперь я должен задать ему юзернейм. Важно, чтобы этот юзернейм заканчивался на слово «бот». Тамара Павловна Шокобот мне подходит. Бот создан, и теперь BotFuzzer дал мне API-ключ. Очень важно, что это секретный ключ. Никогда не показывайте его другим людям, иначе они получат доступ к вашему боту. На данный момент бот еще ничего не умеет, и я должен подключить его к системе, которая будет осуществлять всю логику работы бота. А API-ключ является обязательным условием для этого подключения. Нажимаю и копирую. Всю логику работы бота я соберу на программе ноу-код автоматизации N8N. Создам новый рабочий процесс, назову его Telegram iBot, и первое, что я должен делать, это добавить триггер. Набираю в поиске Telegram, и передо мной целый ряд триггеров, которые я могу использовать. Мой бот должен срабатывать на поступление сообщения, поэтому я выберу триггер на сообщение. Теперь я должен добавить подключение к своему боту, которого создал. В выпадающем списке нажимаю «Создать новый доступ» и копирую сюда API-токен, который мне выдал отец ботов. Чтобы не потерять этого бота и понимать, кому это доступ, я вставлю сюда его название. Соединение установлено. Я могу продолжать работать. Осуществляю первый запуск. Триггер переходит в режим ожидания. Открываю Тамару и нажимаю кнопку «Старт». А в Nathan я вижу, что все сработало и сообщение успешно дошло до системы. Теперь я запускаю повторный тест и отправляю текстовые сообщения, похожие на сообщение клиента. Например, «Привет, я бы хотел записаться». Сообщение пришло в Nathan, и я могу продолжать с ним работу. Одна из очень удобных функций, которая существует в Nathan — возможность сделать pin-data, позволит работать с этими данными и не делать повторных отправок. Из Telegram, то есть мне не надо будет открывать и закрывать Telegram много раз и отправлять себе тестовые сообщения каждый раз, когда я буду запускать workflow. Telegram триггер настроен, открываю выпадающее меню и выбираю ИИ-агента. ИИ-агент состоит из нескольких элементов. Это готовый узел в Nathan, к которому я могу подключить чат-модель, например, OpenAI или Anthropic. Могу добавить ему память и наделить разными инструментами. А внутри узла задать промпты, которые будут объяснять ИИ-агенту, как надо обрабатывать информацию. Пойду по порядку. Я бы хотел, чтобы бот реагировал на сообщения от пользователя. Поэтому изменю источник промпта и выберу текст пользователя. В дополнительных настройках я задам системное сообщение. Это системный промпт. Именно этот системный промпт будет объяснять ИИ-агенту, как себя вести и как обрабатывать эти сообщения. Я уже заготовил промпт для того, чтобы сэкономить сейчас время. Для первого теста этого будет достаточно. Закрываю настройки, добавляю модель чата, которая будет его обрабатывать. Нажимаю «Добавить модель» и вижу список возможных моделей, которые сейчас доступны в Nathan. Больше всего мне нравится Anthropic и OpenAI. Пожалуй, выберу OpenAI для этого теста. Следующим шагом я должен выбрать непосредственно модель, которая будет обрабатывать. В списке есть большое количество. И сейчас я буду использовать модель GPT-4.1. Выбор модели
по большей части субъективные. На самом деле это зависит от вашего настроения, предпочтений данной задачи. Можно пробовать и тестировать разные модели. Главное, чтобы она подходила вам по эффективности и цене. Из дополнительных настроек прямо сейчас мне никакие дополнительные настройки не нужны, поэтому я оставлю их без изменений. Следующим пунктом я выбираю память. Здесь есть свои варианты, но больше всего мне подходит сейчас простая память. Изменяю настройки ручной ввод и устанавливаю ключ, который будет соответствовать ID моего чата. Благодаря этому и агент будет запоминать именно общение, которое происходит в этом чате с неким пользователем. Для моих целей последние 7 сообщений будет достаточно. Не хочу перегружать и агента излишней информации, и тем самым сэкономить немного токенов. И последним я добавлю инструмент. Я бы хотел, после того, как и-агент сможет записать и собрать данные с клиента и записать его на встречу, я хочу получить эти данные по e-mail. Использую узел Gmail. У меня здесь уже есть аккаунт, поэтому он выбран автоматически. Мне этот аккаунт подходит. Описание я поставлю вручную, потому что оно должно соответствовать тому, что написано в описании в системном промпте. В системном промпте у меня написана функция Send Email Notification, поэтому я пишу сюда ее. Он должен отправить сообщение и отправить его на мой адрес. При этом тему сообщения придумать самостоятельно и содержание сообщения придумать самостоятельно. Среди дополнительных настроек есть настройка Append Invoice, и она по умолчанию включена, я хочу ее выключить. Больше дополнительных настроек мне не нужно. Таким образом, и агент настроен, и осталось проверить все элементы. У меня здесь есть системный промпт, который я использую. Он будет отвечать на сообщения входящие и использовать OpenAI чат-модель, запоминать предыдущие сообщения и в случае успеха отправить мне e-mail на мой адрес. Но нужно замкнуть цепь и дать ему возможность общаться и с клиентом тоже. Для этого я добавлю еще один Telegram-узел. В этом Telegram-узле я должен отправить сообщение. Следовательно, я выбираю Send a Text Message. Выбираю из списка бота, с которым происходит общение. Чат ID я смотрю в Telegram триггере. Добавляю в это поле. А текстом будет то, что ответит мне сам агент. Но прямо сейчас у меня никакого ответа от него нет, поэтому я должен сделать тестовый запуск. Тестовый запуск прошел, и ответ от ИИ через Telegram-узел я буду передавать пользователю. Следующая настройка, которую мне нужно изменить, это Parse Mode. Существует вариант Markdown версия 2 и HTML. Я выберу HTML, чтобы не иметь проблем с доставкой сообщений из-за неправильных использованных операторов и символов. И следующая настройка Append Invoice, она по умолчанию включена, я ее выключаю. Протестирую мой узел. Вижу, в Telegram появилось сообщение от Тамары, которая отыгрывает по моему системному промпту. Возвращаюсь на доску, еще раз проверяю, и в целом это означает, что моя автоматизация работает, и я могу ее начать тестировать. Сохраняю и активирую. Теперь в самом боте я могу продолжить общение и посмотреть, как оно пойдет. Студия «Шоколадка», адрес, солярий, мы работаем. Давай говори, как тебя звать, какой солярий тебе по душе, а также она подберет мне время, если еще есть места. Прекрасно. Вертикальный солярий отвечает, горизонтальный отличает. Она отвечает не по скрипту, а используя свои общие знания. В итоге у нее есть два варианта, и, допустим, я бы хотел вертикальный. Смотрю, что она ответит. Прям как самовар в центре стола. Вертикальный заряд, значит. И воздух свежий вокруг, и тело все загорит, аж сиять будешь. Теперь, красавчик, скажи, как тебя зовут-то? Потому что я не представился. А еще она спрашивает, когда я хочу посетить солярий? Настойчивая барышня. Меня смотрим, сможет ли она уточнить, в какое время. Смогла. Отлично. Имя мое запомнила, похвалила. И теперь спрашивает, а какое же все-таки время?
12. Ну вот и расписали тебя, Николайчик. Все как у лучших людей. Завтра ровно в 12. Вертикальный солярий, студия «Шоколадка». Адрес: Шоколад-авеню, у самого парка в Нью-Йорке. Спасибо тебе, лапушка, что выбрал нас. Жду тебя, сияй на здоровье. Как молодое солнышко, если что забудешь, приходи. Тамара Павловна всегда на месте, встречу обогрею. С загаром покрою. До скорого, красавчик. Сообщила мне, что запись принята, она меня ждет и попрощалась. Посмотрим, что случилось на бэкэнде. Я захожу в историю выполненных операций и могу здесь отследить все, что происходило. Мои сообщения успешные, но второе, третье. На каждый ответ она потратила примерно 5-6 секунд, все сработало хорошо. И последний ответ сопровождался использованием инструмента. Предыдущий ответ было просто сообщение в чате, и инструмент не использован. А на последнем ответе, когда она получила все данные от меня, она не только отправила сообщение, но и использовала инструмент. То есть написала мне письмо. Посмотрим, какое письмо она написала. Я вижу, что у меня появилось новое письмо. Тема: запись в солярий, Николай, вертикальный, 12:00 завтра. Николай Солярий, вертикальная дата и время: завтра 12. Да-да-да-да-да. Студия «Шоколад». Автоматизация выполнена, и агент сработал на 5 с плюсом, и приятные слова рассказал, и роль свою выполнил, и задачи бизнес тоже выполнена. Ой, и агент очень простой, и он не может выполнять более сложные функции. Вы должны понимать, что это только первичная настройка. И, наверное, такой агент подошел бы для очень простых ситуаций, как в случае с солярием. Но даже в этом случае ему бы не помешала бы база данных, связь с реальным CRM-системой, в которой есть свободные места, чуть более ответов на вопросы, которые могут задать пользователи, более точные данные относительно адреса и возможность, например, позвать человека, если у него есть какие-то сложности. Поэтому, безусловно, вы видите, я вам продемонстрировал, как собрать самого простого ассистента, но для того, чтобы получить настоящего рабочего сотрудника, нужно произвести дополнительные манипуляции. И смотрите за следующими видео, а за профессиональной настройкой обращайтесь ко мне.